Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо. Это будут баклажановые рулетики с мясным фаршем. Готовятся они совсем несложно, получаются очень вкусными. Для этого блюда нам понадобится 4 средних баклажана. Желательно, чтобы они были такие длинные, ровные. Отрезаем кончики, я не очищаю от кожуры, и нарезаем на достаточно тонкие пластинки баклажаны. Из этого количества баклажанов у меня получилось вот таких 24 ломтика, по 12 ломтиков на каждый противень. Сначала отправляем в духовку один противень, потом другой. Присаливаем немножко, сбрызгиваем растительным маслом и заранее разогретый на 200 градусов духовку отправляем первую партию. А пока приготовим нашу начинку для рулетиков. Среднюю луковицу натираем на мелкой терке. Несколько веточек кинзы мелко нарезаем. Можно заменить кинзу петрушкой. У меня полкило говяжьего фарша. Добавляем 1 яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей и специи, пол чайной ложки черного молотого перца и по чайной ложке соль, красная паприка и молотая зира. У нас на иврите она называется камун. Все перемешиваем, слегка отбиваем массу. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Испеклась первая партия. Отправляем вторую и приготовим начинку для наших рулетиков. Я делю массу на 4 части. Мне так удобно будет распределить эту массу на 24 вот таких колбасок. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Из этого количества получается 24 вот таких вот колбаски. Форма у меня керамическая. Сбрызгиваю ее растительным маслом и собираем рулетики. На широкую сторону ломтика кладем колбаску и сворачиваем рулетик в более узкой стороне. Выкладываем в форму. И так мы действуем со всеми ломтиками. Еще раз посмотрите на широкую сторону колбаску и сворачиваем рулетик. Также у меня есть 2 средних помидора, нарезаем их на кружочки, потом каждый кружочек разрезаем на половинку. И между рулетиками выкладываем половинки ломтиков помидора. Посмотрите, как симпатично все смотрится. Теперь готовим соус. 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое, 2 столовые ложки томатной пасты, это примерно 100 грамм. Чайная ложка сухого чеснока, чайная ложка соли, чайная ложка красной паприки. И стакан, это 250 мл кипятка. Все размешиваем. Наш соус готов. Поливаем этим соусом рулетики. Накрываем крышкой. Если у вас нет крышки, можно накрыть фольгой. И отправляем назад в духовку, которая разогрета на 200 градусов, на 40 минут. Через 40 минут достаем форму с рулетиками, убираем крышку. Выделившимся соусом поливаем сверху наши баклажанные рулетики и отправляем назад еще на 10-15 минут. Баклажаны уже без крышки запекаться, чтобы они стали румяными. Вот так они выглядят через 15 минут. Посмотрите, как у нас тут все булькает и шкварчит. Посыпаем сверху зеленью. У меня кинза, можно заменить на петрушку. Подавать такие рулетики можно к гарниру из отварного риса или картофелю. Ну что, пробуем. Какой стоит аромат, вы не представляете. Посмотрите, посмотрите, у нас все приготовилось. Друзья мои, это так сочно, это так нежно и ароматно. Приготовьте. Это совсем не сложно и очень-очень вкусно.